Добрый день, зрители канала DP Labs. Меня зовут Кирилл, и сегодня я вам расскажу о нашем новом проекте. Это электрический квадроцикл, как мы любим, но построенный совершенно по другому принципу. Коротко расскажем о концепции. Изготавливать мы будем его из листового металла, и архитектура будет предполагать собой полностью заточку под электротехнику. У нас своего рода хребтовая рама. Она образована прямоугольным сечением из листового металла. В ней заключена вся электрическая, механическая часть квадроцикла. Снаружи крепятся рычаги и все остальные элементы, которые выходят за пределы герметичной капсулы с электрикой. Далее расскажу вам о нашей концепции, как она менялась от первоначальной идеи. Первоначальная идея перед вами. Это функциональная единица, которая содержит в себе колеса, привода, моторы, аккумуляторы, рулевое управление, то есть полностью готовый отдельный элемент. Человек может применять это как мотобуксировщик, как приводную единицу для какой-то малой сельхозтехники, например. После начала разработки проекта, подбора компонентов и прочего, мы нашли несколько моментов, которые делают концепцию слегка непрактичной. Мы пытались изначально обыграть идею, как вы видите на мониторе, то есть собирается, допустим, две тележки, какая-то проставочка, и это у нас телега для квадроцикла. Допустим, ставим 3 оси, получается тележка для грузовичка, одна ось, допустим, для мотоблока. Также длину базы можно поменять и прочие вещи. Но так как конечному потребителю, скорее всего, это не нужно, ну, то есть человек должен обладать большими знаниями, инструментами и прочим для создания этой модели, мы от этого концепта отошли. Но основная идея насчет листового металла и центральной герметичной капсулы у нас остается. Далее наша концепция пришла к цельной хребтовой раме, которая должна была изготавливаться из алюминия толщиной 4 мм. Детали имели гибку. Вот. И в этом моменте нас также ожидала небольшая неудача. Гибка алюминия на такой большой длине, ну, во всяком случае, на нашем оборудовании, оказалась сложно реализуемой. Соответственно, мы, опять же, пересмотрели эти производственные риски и ушли от них. И ушли мы в сторону ровных пластин из металла, которые вот показаны уже в данном рисунке, скажем так. Полностью хребет состоит из листового металла, собирается способом шип-паз, потом сварка, герметичность, добавляется с помощью герметика, локальная проклепка, но это вы все дальше увидите в проекте, это еще дорабатывается. Но в целом концепция такова. У меня в руках тормозной диск нашей конструкции, который имеет свою ступицу своего рода, она фрезерованная на станке с ЧПУ. Сам диск вырезан на лазере. Он просто из обычного черного металла для того, чтобы отработать дизайн и, собственно, вписать его в конструкцию. Далее бы он изготавливался из подходящей стали. Но, опять же, в угоду цены мы пришли к вот такому варианту. Это тоже тормозной диск от CFMoto. В эксплуатационных характеристиках он уступать не будет. И также, скажем так, красоту этого диска не будет видно через квадроциклетный диск, который имеет очень мало проемов сквозных и заслоняет собой полностью тормозной диск. Поэтому это нецелесообразно. Выбрасываем, переходим сюда. Итак, перед вами макет, на котором мы разбираем некоторые механические узлы. Вы спросите, почему это не сделать в программе и прочее, но я объясню. У нас многие узлы используются покупные. Соответственно, отрисовывать их, ну, это не всегда просто, так как геометрия деталей сложная, и не очень целесообразно. То есть это проще сделать в макете на фанере. У нас есть для этого станок, мы быстренько это все сделали, накинули, посмотрели, подвигали, понимаем, как это работает, какие косяки, что нужно исправить. Все эти моменты нам уже визуально сразу видны. Почему, вы спросите, не наши редукторы? Логичный вопрос, потому что цена неожиданно. Да, к сожалению, китайские редукторы гораздо дешевле. Это не значит, что они плохие, это CFMoto, в принципе, проверенные редукторы, хорошие. Вот. Просто цена таких редукторов гораздо ниже, и это положительно скажется на конечном потребителе. То есть такую деталь можно пойти в любом магазине купить,
и, естественно, проще в ремонте, понятнее, известнее. Ну, то есть в конечном плане это, наверное, имеет смысл. Пока останавливаемся на них. У нас будет еще одна тележка, на которой будут выше нагрузки, о ней поговорим попозже. Там, скорее всего, будут наши редукторы. Итак, что нам дает деревянный макет? Деревянный макет позволяет нам пошевелить все наши детали, посмотреть сопряжение, найти конфликты деталей, пересечения и прочее. Но при этом мы не должны отрисовывать покупные детали, соответственно, это экономит время и ресурсы. Шевелить мы можем ручным способом, соответственно, посмотреть работу подвески, шлюзов, выворот колес. Далее, внимательные зрители, наверное, заметили присутствие ЭУРа в нашей системе, то есть электроусилителя руля. И вы, наверное, логично спросите, как же у нас работает ЭУР. В нашей системе предусмотрен силовой преобразователь с высоковольтного напряжения на 12 вольт. О нем мы расскажем в следующей серии про батареи. У меня в руках одна из деталей для сборки рычага. Здесь вы видите нашу технологию ShipPass. На следующих кадрах она будет более подробно показана. Что она собой предполагает? То есть у нас плоский листовой металл. Из него вырезаются на лазере заготовки, которые соединяются довольно точно через ShipPass, так как там нет зазоров, они забиваются плотно. После чего происходит процесс сварки. Процесс сварки не прошел для нас слишком легко. И далее мы вам покажем эволюцию нашего рычага от первого и до приблизительно последнего, но это не точно. Первый, как вы видите, можете спросить, что с ним случилось. Мы учились варить. Алюминий – непростой металл в сварке, особенно когда в этом мало опыта. Начали мы свои эксперименты со сварки полуавтоматом. В целом оно у нас получалось, но шов не был красивым и не создавал товарный вид у изделия. Мы тренировались долго, много экспериментов проводили. Далее мы перешли, когда уже относительно научились варить полуавтоматом, перешли к сравнению с тихсваркой. Соответственно, она красивее, дольше. Мы, собственно, экспериментировали с полуавтоматом, потому что боялись длительного процесса при тихсварке, но сравнение в конкретно нашем случае показало скорость сопоставимой. В некоторых моментах даже быстрее тигом. Далее мы сделали выводы все-таки в пользу тихсварки и начали тренироваться работать ней. Первые наши пробы не были очень красивыми. Мы решили избавиться от них с помощью ЧПУ станка, отфрезеровать поверхность. Данная процедура показалась нам длительной. Станок у нас, опять же, часто занят другими работами, и использовать это в серии, все-таки мы отказались. Решили все-таки научиться варить тигом. Красиво. Попробовали. Сделали несколько попыток. Как видите, результат стал более хороший. Мы постарались еще. Здесь почему-то у нас пошло не так. Был плохой газ. В какой-то момент нам показалось, что сварка наша достаточно красивая, и мы можем покрасить в цвет, который в перспективе планируем для этого рычага. Получился у нас следующий результат. И мы увидели небольшие кратеры в конце шва. Это нормальная история, просто краска их проявила. Мы внимательно посмотрели и поняли, что хотим лучше. Еще раз потренировались с тигом. Уже было неплохо. Но все-таки мы приняли решение, что результат нам нужен значительно лучше. И обратились за услугами шлифовщика. Шлифовщик нам сделал совершенно другого качества результат. Он был достигнут быстро. Мы на всякий случай повторили. Человек машина несовершенная, но результат аналогичный. Когда мы убедились в стабильности результата, мы сделали опять выкраску. И этот результат нас уже удовлетворил. Как видите, мы запрессовали сайлентблоки. Соответственно, рычаг получился неплохой. Это не финальная конструкция, но технология уже была отработана вот на нем. Если вам понравилась история о нашем квадроцикле и вы хотите за ней наблюдать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ожидайте следующий выпуск. До скорых встреч!